Друзья, всем привет! С вами снова я, Макс Степанов. Владимир сильно рисковал, когда начал защищаться, не устранив реальную угрозу. И сегодня я вам расскажу в этом видео, как вы можете отрабатывать удары, технику ударными руками. В частности, сегодня покажу, можно и ногами, конечно, но поработаем как боксеры сегодня. Удар руками во время вашей прогулки. То есть вы просто прогуливаетесь, идете по дороге, в лесу, по тропке. Или даже можете потом, когда научитесь эти удары в координации с шагами, можете потом добавить немножко скорости и будете даже на бегу все это делать. Поэтому давайте, примерно это будет выглядеть так. Ist ein außerordentlich hartes Training nötig. Итак, идете по дороге, смотрите, ребят, вот, обычным шагом, смотрите, правая нога, левая нога. Ваша задача научиться бить правой рукой под левую ногу и бить левой рукой под правую ногу. Вот ваше движение. Начинаем с прямого удара, да? Ручки держим здесь, локти внизу, где-то перед животом. В сторону не отводите, назад тоже не отводите. Прямо вот перед вами руки ваши. Кулаки сжали, но не сильно, так расслабленно. Подбородочек пустили и маленькими шажочками, кстати, вот идете, гуляете. Оп, 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 оп. Вот они, прямые ударчики. Под разноименную ногу это называется. Еще раз, да, левой ногой шагаем, правой бьем. Правой ногой шагаем, левой бьем. А Макгрегор набил серию из 11 побед подряд. Обратите внимание, шаги не длинные, шаги коротенькие. Если уж так придираться конкретно, какая-то длина шага. Кстати, вот ваш носочек, да? И мы шагаем другой ногой, так, чтобы на эту линию носочка стала пятка впереди стоящей, впереди идущей ноги. Видите? То же самое шагаем сюда. Пятку задней ноги, сзади стоящей я разгружаю, приподнимаю. Вот такое идет в развалочку, да, такое движение. То есть я бросаю вес ноги на ногу, абсолютно расслаблен. Коленочки наружу не вываливаются, мы уже с вами это обсуждали. Коленочки внутрь немножко всегда, да, чтобы конструкция сохранялась. И вот так в развалочку мы идем. Поехали. Прямые удары. Поехали. Снизу удары. То же самое, под разноименную ногу. Легко, расслабленно. Отдыхаем, любуемся, так сказать, видами, красотами. Накидывать, накидывать, накидывать. И также удары сбоку. Теперь ваша задача, ребята, наносить удар под одноименную ногу. То есть, когда мы сейчас били под разноименную ногу, я шагаю левой ногой, бью правой рукой, бью левой рукой, шагаю правой ногой. Подожди, это вот тут это как раз не отличается ничем. То теперь нужно сделать так. Я левой ногой шагаю и левой же рукой бью. Правой ногой шагаю, правой рукой бью. Вот такой вот шажочек Буратино, да? Оп, 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 оп. Я пошел левой ногой и левой рукой ударил, видите? Такой джебик, да, правой рукой, левой, правой, левой, правой, левой, правой, левой. Все, подснимай, подснимай. Сюда вы можете добавить также апперкоты. Да? Вот я апперкот кинул, левой ногой шагнул, левой же рукой ударил апперкот. Правой ногой, правой рукой. Вот он даже. То есть такая задача больше координационного, конечно, формата. То есть вы должны скоординировать свои шаги с руками. И хорошо, что у вас две ноги и две руки. Ребята, представьте, если было бы больше. Если ученик перестанет тренироваться, он будет побежден более сильным и морально более стойким противником. Также боковые удары. Тут немножко посложнее, потому что вращательного движения побольше. И правой ногой шагаю и правой сбоку бью. Коротенький. Левой, правый, левый, правый, левый, правый, левый, правый. Задача бить без остановки. То есть вы пошли, вот. И пошли, и пошли, и пошли, и пошли. Работаем. Это так и работает. Плечи расслаблены, вы просто их подкидываете. Сильно здесь кладываться не надо. Самое главное добиться вот этой координации. Низ, вверх. И слитно одновременно. Следующий наш кусочек будет о том, как соединить эти два движения. То есть под разноименную ногу и под одноименную ногу. Продолжаем нашу тренировочку. Прогулка на дороге. Прогулочка боксера. Совмещаем теперь первое движение и второе движение. То есть сейчас мы будем наносить удар. Сначала под разноименную ногу, под шаг разноименной ногой, а потом под одноименную ногу. Ну, давайте конкретизируем. Правой рукой сейчас буду бить, шагая левой ногой, а потом шагая правой ногой. Смотрите внимательно упражнение какое. Шагаю левой ногой, бью правой рукой.
Шагаю правой ногой, бью правой рукой. И пошел. Вот он. Оп, 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 оп. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Таким образом, какой бы я ногой ни шагал, я наношу удар правым кулаком в бороду, да? Но об этом вы смотрели все мои, так сказать, серии, сериалы «Нокаутирующий удар». То же самое проделаем с левой рукой. Смотрите, шагаю правой ногой, бью левой рукой. Шагаю левой ногой, бью левой рукой опять же. И задача теперь сделать это нон-стоп. Нон-стоп, нон-стоп. Вот таким образом. И потом вы можете уже это комбинировать. Я Юрий Дудь, это Алексей Навальный. Ну, например, смотрите, я иду под разноименную ногу. Ну, берем апперкоты, да? Потом раз, перестроился на ходу. Пошел под одноименную ногу. Пошел под разноименную ногу. Опять одноименную. Чтобы вам это уже не доставляло каких-то неудобств. Идем, 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 идем. Хоп, 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 хоп. Понятно? Конечно, нет. Это называется школа бокса, ребят. Когда вы идете во фронтальной стойке учебной, это не боевая стойка. Но чаще всего именно это очень важно на улице, там в уличной драке, в реальной самообороне, в реальном уличном бою. Из которых он чаще всего выходит победителем. Парье насыпает тонну хуков и еще центнер апперкотов, как только находит свою дистанцию. Когда вы двигаетесь, у вас нет возможности стоять спокойно вот так вот и дожидаться. Все происходит в движении, поэтому вы должны уметь двигаться и бить. Конор Легковец — это скорее серийный ударник, а не чувак, раздающий ваншоты с АВП. Сейчас мы двигались только вперед, а не в боевой стойке, в обычной, нормальной стойке, которой вы обычно так, и ходите. Вы же не ходите по улице вот так, да, стоечки. Вот так. С вами был Макс Степанов. Ставьте лайки, подпишитесь на мой канал, поделитесь с друзьями. Все, всем чао-чао. Друзья, еще раз всем привет. Не поворачивайтесь спиной к незнакомцу. Сегодня я вам показываю упражнение, отработка техники ударными руками во время вашей прогулки. Просто идете, гуляете. А это очень полезно. Вы сами знаете, да, что очень полезно гулять на свежем воздухе. Вот вы идете и одновременно, параллельно с этим отрабатываете удары. Прямые, снизу, боковые, да какие угодно, в принципе. Даже можно ногами бить. И при этом, собственно, вы прогуливаетесь, то есть делаете такую функциональную тренировочку. Сердечно-сосудистую систему там прокачиваете и так далее. Позвоночник ваш укрепляется, мышцы. И при этом, не теряя времени, вы отрабатываете удары. Так что все на прогулку. Сейчас мы сделаем те же самые удары, только при движении спиной вперед, а потом при движении боком. Чтобы мы проработали, смотрите. Идете вперед лицом, бьете. Идете назад, бьете. Идете в сторону, бьете. Влево или вправо. Под левую ногу или под правую ногу. Неважно. Но развитие таких способностей достигается длительными изнурительными тренировками. Продолжаем дальше. Тренировка на дороге. Прогулка боксера. Сейчас мы будем двигаться с вами, ребята, спиной вперед. Вот такие шли, гуляли. Потом развернулись спиной. Стоечка та же самая. Видите, спиной повернулись. И пошли спиной. Шагаем правой ногой. Бьем правой рукой. Ну, бьем это так сказать, в кавычках. Да, выбрасываем правое плечо вперед. Шагаем левой ногой. Бьем левой рукой. Вот движение, которое надо обязательно отработать. Это так работает. Потому что это школа бокса, друзья. Это методика, проверенная, так сказать, годами, веками и, может быть, даже тысячелетиями. То есть, что получается? Получается универсальная машина. Вы двигаетесь в любом направлении, лицом вперед, спиной вперед, боком, и при этом у вас постоянно вот эти ваши пушки вылетают и уничтожают противника. Плюхи. Его левый кросс находит головы оппонентов с лазерной точностью, и скоростью и таймингом. Итак, еще раз показываю. Правая нога шагает, правая рука бьет. Шагает, я имею в виду, не переносим вес на правую ногу, а просто ставим носочек назад. Шагаем левой, оставляем носок, видите, на носочке нога. И пробиваем левой рукой. И пошли то же самое, удары снизу. Идем, идем. Также бьем сбоку. Мы гуляем. Мы гуляем спокойненько. Отходим. Шаги также не длинные, ребята. Не длинные. Но ноги ставим достаточно широко. Ну, как минимум ширина плеч. Шире, конечно, смысла нет ставить ноги. А вот примерно так. Ширина плеч нормально. Вот вы отступаете. Пошел. Оп, 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 оп.
гуляем, дышим. На каждый удар стараемся сделать выдох, выдох. Это к вопросу, как дышать, да, кстати говоря. Под разноименную ногу. Тут возникает некоторая, так сказать, ситуация абсурдная с точки зрения, какая же это разноименная нога. Типа вы шагаете правой, бьете правой. Но по факту смотрите сюда. Объясни коротко. Если я бью правой рукой, шагаю правой ногой, картиночка, видите какая? У меня впереди правая рука и левая нога в оконцовке. То есть момент удара. Не во время движения, а во время, в конце удара. Видите? Разноименные это называется конечности. Левая верхняя конечность и правая нижняя конечность. Видите? Вот таким макаром. Вряд ли побежит на Макгрегора с первых секунд. А теперь мы будем шагать, смотрите, левой ногой и бить правой рукой. Видите, что получается? Как в стойке, как будто оказываемся. И пошли то же самое. Раз, два, три, четыре. Оп, 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 оп. И потом даже комбинируют, смотрите. Раз, два, три, пошел. Оп, оп, перестроился. Как в стойке уже пошел. Просто шагом под разноименную. И перестраивать, когда вам это нужно. Также можно проделать трюки, да, с правой рукой бьете одно. Оп, 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 оп. Под каждый шаг бьем правой рукой. Под каждый шаг. То же самое левой рукой. Под каждый шаг. Вот такие прекраснейшие упражнения. Чпинь. Напомню всем зрителям, не доверять незнакомым людям. Друзья, прогулочка боксера. Продолжаем теперь третий вариант исполнения ударов, когда вы двигаетесь боком. Когда мы двигаемся боком, либо правым, либо левым боком. И начинаем сюда также приклеивать свои ударчики, пришивать к каждому шагу. Чтобы у вас это было единое движение. Конор Легковес — это скорее серийный ударник, а не чувак, раздающий ваншоты с АВП. Например, смотрите. Та же самая стоечка. Локоточки впереди, перед животом. Кулаки расслаблены перед вами на уровне вашей бороды. Плечи расслаблены. Колени подсогнуты. Все, вот вы стоите. Теперь смотрите, правой рукой все работаем. Правой ногой я шагаю в сторону. Да? Оп, и наношу удар. Потом подтягиваю левую ногу. И пошел. Вот. Оп, правой ручкой. Под шаг правой ноги я бью правой рукой. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Understand? Ну хорошо, вот все, что ты сказал, я тебе добавляю. И что? То же самое делаем левой рукой. Смотрите, я в левую сторону пойду. Левой, 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 левой. И пошел в левую сторону, бью левой рукой под шаг левой ноги. Какой еще вариант, как вы думаете? Переходим двумя руками, не надо слишком усложнять. Владеть, так сказать, сущности. Смотрите, правой рукой я бью под правую ногу, а левую руку под левую ногу. И вот такое движение у меня получается. Вот он, вот он, вот он, вот он. Еще раз, Максим, быстрее, быстрее, быстрее. Все красиво. Хорошо идут. Крыльями машут, еще причем одновременно летят и крыльями машут. Ребята, то же самое продолжим мы. Одновременно двигаемся и машем, так сказать, руками. Черный пояс, кроме спортивных успехов, означает и то, что его обладатель в значительной мере овладел не только своим телом, но и духом. Шагаю правой ногой, бью правой рукой. Шагаю левой ногой, приставляю. Бью левой рукой. Где-то на ширине плеч. То есть ваша стоечка, вот она. Ноги должны быть под вами. Пробил. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. То же самое в другую сторону. Раз, два. Вот, это мы двигаемся боком уже, ребят. Поэтому тут вариантов масса на самом деле. Я вот что-то еще думал, масса, что можно еще ударить. Подзабыл. А вот, вспомнил. Еще вариантик, смотрите. Заморочу вашу голову. Смотрите, конкретно. Я левую ногу представляю и бью правой рукой теперь. Мы били левой до этого, да? А теперь правой рукой ударим. А когда буду шагать правой ногой, ударю левой рукой. Раз, два. Раз, два, раз, два. Раз, два. Запомнили? Теперь в другую сторону, смотрите. Мы шли влево, левой ногой и били левой рукой. А теперь мы сделаем наоборот. Мы шагнем левой ногой и ударим правой рукой. Еще раз. Хоп. Как бы с уходом с линии атаки. Представляя правую ногу, пробиваю левой. И еще раз. 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 Вау, 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 вау. Идея какая? Как бы двоичная система, понимаете? У вас слева правая,
Все, вы должны склеить и работать. Либо под левую ногу, либо под правую. Двумя руками, по очереди. Можете сами придумать, присылайте ко мне на мой адрес Шаболовка 38. Письма, замечания, предложения. Вот так. С вами был Макс Степанов. Ставьте лайки, подпишитесь на мой канал, поделитесь с друзьями. Все, всем чао-чао. Это редкий удачный случай. Продолжаем нашу тренировочку. Прогулка на дороге. Прогулочка боксера. Сначала лицом вперед идете, под разноименную ногу бьете, под одноименную ногу бьете. Потом комбинируете это, гуляете, прогуливаетесь. Потом идете спиной под одноименную, под разноименную бьете. Прямые удары, снизу удары, сбоку удары. Потом разучили отдельно боком, как вы шагаете. Правым боком идете, потом развернули, левым боком. А сейчас просто с вами прогуливаемся. Гуляйте, выходите, отрабатывайте. Это так и работает. Сейчас просто прогуляемся, я вам просто все покажу, как, иду просто на обум интуитивно, да, и делаю все эти упражнения, движения, которые я хотел вам, так сказать, подробненько выделить, расчленить и показать. А то руки уже оператора замерзли, поэтому на помощь там оператору, варежки ему, чтобы могли купить операторские, вот, денежку присылайте. И на бусте на мой подписывайтесь. Все, погнали. Под разноименную ногу. Гуляем. Ребята, гуляем. Хоп, 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 хоп. Это все я иду лицом вперед. Абсолютно расслабленно. Греемся. И прям без перерывчика сразу раз спину повернулись, знаете. Пошли спиной. Отходим, бьем. Да, очень похоже. Так. Как бы стоечки. И без стоечки просто отступаем. Раз, развернулись. Оп, сюда. Пошли дальше. Если он в форме, все будет нормально с точностью и таймингом, скорее всего попадет по парье. Чуть другое плечо. Пошли дальше. Вот эта движуха полезная. Нон-стоп 20-30 минут. Пошли боком. На прыжках тоже можно. На скачках. Что левой рукой, что правой рукой. На шагах. Другим боком пошли. Спиной. Лицом. Примерно так. Гуляйте и боксируйте. Вот так. С вами был Макс Степанов. Ставьте лайки, подпишитесь на мой канал, поделитесь с друзьями. Все, всем чао-чао. Я, конечно, это было на катании, может, занимался, но... Ты же в детстве ходил на фигурное катание. Я не помню даже что-то. Ой. Снимаешь? Или просто смотришь? Да снимаю. Снимаешь уже даже? Чё? Ну это же репетиция. Ну вообще да, бэкстейдж, если что пойдет потом. Ага. Специально для моих подписчиков на бусте. Информация это больше ни для кого. Только моим подписчикам. Капец какой-то. Ну как вот будет? Они вот ходят со всех углов. Со всех щелей лезут тараканы. Ну а что, каникулы, Новый год, погодка зашибенная, зимняя, вот народ и гуляет.
снега столько навалило. Туля. Где найти тихую студию для съемок моих блокбастеров? Где? Какие-то дублики можно снять здесь, может, да? Не знаю. Ну-ка, выключи, давай посмотрим, что получилось в таком режиме. В общем, будем несколько кусочков снимать. Когда тебе буду говорить, там, стоп, ты выключаешь, мы там еще раз. У меня такая мысль появилась, что, допустим, сейчас ты меня снимаешь, допустим, там, вступление, да? На ноги не надо, то есть ноги не нужны в это время. Смотришь просто вот такой кадр должен быть. Там, здрасте, здрасте, сейчас покажу вот это, ты вот ходишь, я иду на Ой. тебя. Я это снимаю, кстати. Да ты шо? Ну, блин, столько бэкстейджа будет. Моим да. дорогим подписчикам только на бусте вы можете увидеть эти драгоценные кадры, которые не вошли вот, Фильм. в законченную, так сказать, версию, да. Формат. Ну что, выключай, сейчас будем начинать тогда. Вот. Ага. Да, да. Оп, выключи. А сейчас даже ноги можно не снимать. Смотри. Иди передо мной. Вот сюда встань, я буду на тебя идти. Потом мы, Макс, это еще подснимем отдельно, прям ноги поснимаешь, да, вот. Закрывайся пока. Щетку. Оп. Ты что там остался? Ну что, возвращаться к тебе, да? Оператор, ты что спишь? Я привык Смотри, к этой камере. 2, 3. Мы сегодня не заказывали тележку, блин, и рельсы, чтобы ее возили на вагончике. То есть, смотрите, там стой, да, там стой. Или Было меньше. гораздо сложнее. Вот. Или меньше, это было бы, да, только в воде могли бы. Но об этом в следующей серии. Выключай, пока туши. Ну, все, пока. Хорошо, давай дальше. Включил? Ну и замечательно. Ну или же представим шагами. Зачем ты камеру будешь? На меня смотри, на меня. Когда мы шагаем, левой ногу представляем, смотрите, в это время можно ударить правой рукой. То есть все наоборот немножко. Смотрите, я шагнул, и хрен там что-то получилось. У меня раз. Ну да, ввел в заблуждение, да? Короче, двумя руками переходим.